Привет! Недавно корпорация Microsoft, несмотря на рассказы о том, что Windows 10 будет последним, выпустила Windows 11. В этом видео я установлю Windows 11 и расскажу свое мнение о ней. Начнем с минимальных системных требований. Windows 10 устанавливалась на все современные и не очень компьютеры, например, с 2008 года. Например, на процессоре Intel Core 2 Duo. Ее точные минимальные требования — это процессор с частотой 1 ГГц или быстрее, 1 ГБ оперативной памяти для 32-битной версии или 2 ГБ оперативной памяти для 64-битной версии, 16 ГБ свободного места на жестком диске для 32-битной версии или 32 ГБ для 64-битной версии. Видеокарта, поддерживающая DirectX 9 или более поздней версии с драйвером WDM 1.0. Дисплей 800 на 600. Но на самом деле на такие устройства лучше не ставить Windows 10, а более старую версию, чтобы избежать тормозов. Но если вы очень хотите туда поставить Windows 10, то вы сможете. Но Windows 11 требует уже гораздо более мощного ПК. Процессор не менее 2 ядер с тактовой частотой 1 ГГц на совместимом 64-битном процессоре, то есть не поддерживает процессоры старее примерно 2018 года. Их отрезает слово «совместимым». Вы видите на экранах список совместимости. В моем ноутбуке установлен AMD A8, и давайте попробуем его найти. И как мы видим, на всей вкладке нету ни одного упоминания AMD A8. Соответственно, AMD A8, неважно какого поколения, поддерживаться не будет. Поддерживается процессор AMD минимум с AMD Ryzen 2 и 3 поколения. Intel Core i3 есть. Но если вы заметите, Intel Core i3 7 не найдено, так как процессоры Intel Core i3 поддерживаются минимум с 8 поколения. Оперативная память. 4 ГБ оперативной памяти для 64-битной версии, так как 32-битная версия Windows 11 отсутствует. Жесткий диск на 64 ГБ или больше. Поддержка UEFI и безопасной загрузки Secure Boot. Модуль TPM 2.0, для поставки которого в Россию нужно дополнительное согласование, в отличие от, например, модулей TPM 1.0. Видеокарта, совместимая с DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDM 2.0, а не 1.0, как Windows 10. Дисплей высокой четкости 720p с диагональю более 9 дюймов. И ограничение, действующее только для домашней, то есть Home версии, это учетная запись Microsoft, то есть аккаунт Microsoft, и подключение к интернету для его создания или входа в нее. Если вы скачаете версию Professional, то есть Pro, которая, кстати, стоит дороже, что логично, то вы можете не входить в аккаунт Microsoft. Соответственно, можете зарегистрироваться и без подключения к интернету. Соответственно, установить Windows 11 на большинство компьютеров как бы не удастся, из-за того, что процессоры, которые поддерживают Windows 11, довольно новые. 2018 год все же минимум, как бы примерно. И модули TPM 2.0, и UEFI, и Secure Boot. Но энтузиасты нашли способ записать Windows 11 таким способом, чтобы она ставилась на все компьютеры, куда ставится Windows 10. Я им воспользовался, так как мой ПК не соответствует требованиям Windows 11. На ее работу это не влияет. И установив его в версии Professional, чтобы не входить в аккаунт Microsoft, я обнаружил, что ее первоначальная настройка OBE тормозит гораздо сильнее, чем Windows 10.
У меня настройка клавиатуры на русскую. Просто подтвердить, что винда правильно выбрала язык клавиатуры. Ушла пара минут, когда в Windows 7 я делаю это за пару секунд. Затем произошло что-то непонятное. Винда наотрез отказывалась показывать мне подтверждение выбора языка. И так как она выбрала его правильно, я этот этап пропустил. Работает она медленнее Windows 10 почти везде. Сейчас на своих экранах вы видите нарезку из скорости, сравнение скорости работы. Также эта винда может по непонятной причине вдруг зависнуть. Да, если Windows более всех старых версий, можно сделать панель задач по левой, правой, верхней или нижней стороне, то в Windows 11 эту возможность убрали. Также, если вам нужно создать ярлык приложения или файл на панели задач, Windows 11 вы больше просто не сможете перетащить туда его. Еще Microsoft сделали для Windows 11 очень неудобное контекстное меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши. Сравните с Windows 7. Если раньше вылезал список опций, выполняемых с этим элементом, то теперь вылезает только часть опций. Вырезать, удалить, копировать и вставить представленные в виде иконок, что совершенно сбивает с толку. Для доступа к некоторым параметрам теперь надо нажать кнопку «Показать дополнительные параметры». И внезапно откроется старое контекстное меню. Панель задач по центру заставила пользователей столкнуться с проблемой. При открытии и закрытии приложений, закреплении их на панели задач или откреплении их оттуда, кнопка «Пуск» двигается влево или вправо. Вот смотрите, я открываю приложение, настройки, то есть фотографии. И кнопка «Пуск» сдвигается влево, и под мышью у меня вместо нее оказывается поиск. Я закрываю его, кнопка «Пуск» двигается вправо, и я не могу попасть по кнопке «Пуск», потому что она тоже, она сдвинулась. В заключение могу сказать, что Windows 11 я бы не ставил на компьютер, если там не стоит SSD накопитель, и то на SSD накопителе у Windows 11 есть проблемы, они теряют в скорости, даже по тестам. А на жесткий диск ставить Windows 11 не надо, нельзя, потому что она будет лагать. Это не из-за потери скорости. Насколько я знаю, потери скорости жесткого диска на Windows 11 не происходит. Однако, она все равно начинает очень медленно работать, так как все операционные системы Windows, начиная с Windows 10, требуют очень высокой скорости чтения и записи, которые не подходит с HDD, соответственно, потому что, то есть обычно жесткий диск HDD не подходит, потому что скорость чтения и записи у него низкая, слишком низкая для новых версий Windows. А Windows 11 вообще эти непонятные зависания. Скорее всего, они происходят как раз из-за того, что у меня стоит обычный жесткий диск. Плюс оперативной памяти, я думаю, должно быть, как минимум 8 гигабайт, так как у меня на виртуалке с 4 гигабайтами она очень сильно глючит и тормозит. Также, скорее всего, вам будет неудобно пользоваться этим контекстным меню. И панель задач некоторые любят передвигать на верхний, нижний, правый или левый, на верхний, правый или левый, на верхнюю, левую или правую сторону. Я таким не заморачиваюсь, у меня панель задач снизу. Но, несмотря на это на самом деле для кого-то минус. То, что нельзя подвинуть панель задач на верхнюю, правую или левую сторону, только низ.
То, что иконки посередине, фиксится тем, что вы зайдете в настройки, дождетесь, пока Windows 11 перестанет у вас наконец тупить и загрузит настройки, нажмете там кнопку персонализация, меню пуск и выберите иконки по левой стороне. Однако, как по мне, это не особо удобно. Вообще, решать вам самим, ставить или нет Windows 11, но я бы на реальный ПК это пока что не ставила. Она слишком сырая, недоделанная, неудобная, и судя по Windows 10, вряд ли когда-нибудь это поменяется, так как Windows 10, пусть и сейчас уже довольно таки хорошая операционная система по стабильности, да, она стабильная, но тормозит она на моем устройстве очень сильно. Да, на некоторых устройствах она не тормозит, но на некоторых таких устройствах, на которых десятка не тормозит, 11, несмотря на это, тормозит. С вами был Айван Комп. Всем пока.